Ребят, всем большой привет! Сегодня мы снимаем для вас обзор на МТЗ-82.1 2024 года в красном цвете. Здесь у нас в кадре сейчас не только этот трактор, еще и 82-й обычный, еще синий, 23-го года выпуска. Мост у нас балочный и обычный, но мы подогнали синий трактор не для сравнения именно мостов передних, а по задним колесам, чтобы было наглядное сравнение. Сейчас пройдемся и посмотрим. Ну и так вообще поищем отличия. Основное внимание у нас будет, конечно, сконцентрировано на 82.1 красном, опасном. Итак, ну давайте посмотрим внешне. Мосты не берем в расчет. Диодные мигалки, диодная оптика, отличие цветов. Вот не знаю, может быть я ошибаюсь, может быть нет, но вот на черном качество покраски вот здесь вот, Хорошенькая. да, на синем тракторе вот эти черные элементы, они, мне кажется, покрашены как-то более качественно, чем на красном. Там как будто идет какой-то базовый слой, может быть грунтовка, либо краска намешана таким образом. Здесь вот как-то, мне кажется, похуже. Видели ваши комментарии по поводу того, что от красного при ярком солнце будет сильно отражаться, слепить, да? Ты меня слушаешь, Нео? Или смотришь на девицу в красном? Возможно. Возможно. Итак, ну что, у нас основные отличия, понятно, это цвет. Небольшие изменения в оптике, она просто разных, дополнительной оптике. Она просто разных производителей, немножко разные по форме, но по смыслу одинаковая, светодиодная. В передней части решетки радиатора, значки, фары, никаких изменений нет. Посмотрим по мотору, по навесному. Здесь у нас тоже особых изменений нет. У нас оба трактора без кондиционера. Сейчас мы чуть позже в следующих кадрах откроем капот. Основные изменения у нас идут по задним колесам. И давайте посмотрим. Здесь у нас резина стоит 18,4 на R34. И все это натянуто на диск DV16L на 34. Ну, это дата выпуска, месяц и дата. А на синем тракторе здесь у нас идет диск уже DV14L на 38. То есть ширина разная. Ширина разная у дисков. И резина у нас здесь натянута 15,5 на 38. И вот отсюда, если посмотреть, то видно и в ширине разницу, и в высоте. Колеса накачаны нормально, никакого уклона у нас вперед-назад нету. У нас уклон только вот боковой немножко есть. Но тут так асфальт положили. Так, ну что, здесь каких-то супер изменений в задней навеске нет. Я вот обратил внимание, красный он более подчеркивает все какие-то моменты и тонкости. То есть элементы видны лучше. По задней навеске особых изменений у нас нет. Я тут вон обнаружил сапун. Сейчас на том посмотрим, есть или нет такой сапунец на том баке. Каких-то вот кардинальных изменений нету. Здесь у нас тоже сапун такой имеется. Все вроде бы одинаково. Сейчас пройдемся по кабинам. По колесам мы различия поняли. То есть на красном у нас получается колеса прям заметно шире и заметно выше. Я думаю, тут разница сантиметров, наверное,
но в 5-7 точно будет. Давайте посмотрим кабины. Вот еще на что, кстати, обратил внимание. По топливной аппаратуре и всему остальному тут плюс-минус. Ну, не плюс-минус, а все одинаково. А вот по стартеру есть вопросики. На обычном, на 23-го года у нас здесь стоит батешный стартер, а на красном уже пристолит китайский. Не знаю. Охрененно тупая идея. Отпишите, как вам эти стартеры. По внутрянке у нас получается черные стойки, черный потолок из тряпки. Новая такая уже закругленная панелька. Zip-набор. Инструментов, я думаю, все мы уже не увидим. Это что такое, а? Ну и приборочка. И здесь также органы управления светом. Все, как говорится, по классике. Все по классике. Давайте перейдем в красный и посмотрим, что у нас в красном. Так, генератор здесь у нас белорусский. На синем тоже белорусский. Сейчас перейдем в красный трактор. Блин, тут и по размерам-то этот китайский стартер, ну, вообще понты какие-то. Остальное все то же самое. Под капот еще заглянем после посещения кабины. Так, здесь у нас кожзам. Вот кожзам мне намного больше нравится, чем вот эта тряпка. Кожзам стойки, кожзам корыта, органы управления светом, приборная панель. Ну, приборная панель идентична. И также органы управления ВОМом, ручным газом, передним мостом, ручником, коробкой переключения передач. Здесь тоже от инструментов, как говорится, и след простыл. Были они, конечно, не супер крутые, но вот так вот в полевом ремонте, конечно, любой уважающий себя тракторист возит с собой инструмент, но если так, только получили трактор и, возможно, уже что-то придется сразу подремонтировать, тут было хоть что-то. Сейчас нет вообще ничего. Так, по задним дискам и резине разобрались. У меня есть вопрос. У нас, поскольку увеличивается колесо, то, скорее всего, и, может быть, и в допуске шестеренки в коробке, то есть и в заднем мосту, подверглись ли они каким-то изменениям, то есть передаточные числа. То есть, по идее, радиус диска у нас увеличился. И вот еще обратил внимание на уклона. Вот так вот никакого нет, ни вперед, ни назад. И у нас получается на больших колесах морда смотрит вниз, то есть она пока-то сюда. Тут еще и балочный мост. А на маленьких колесах у нас вот визуально и крылья как-то не горизонтально задние, они больше назад завалены скос, и капот назад уходит. Здесь у нас наоборот все вперед. Крылья задние вровень, капот со скосом вперед. Вот, если честно, сейчас так смотрю, в принципе, да и красный симпатично смотрится. Как-то побрутальнее, помощнее, поагрессивнее. На заднем фоне вон тепловоз едет. Если наберем 35 тысяч лайков, я сниму обзор на этот тепловоз. Вон мне дядя машет оттуда. 35 тысяч лайков. И снимаем обзор на этот тепловоз. А пока вернемся к нашей теме. Тоже видно разницу в высоте. Так, ну что, друзья, давайте сейчас откроем капоты. Посмотрим, какие изменения и есть ли они вообще там.
Итак, ребят, мы открыли капот и нашли небольшие изменения. Сейчас я их вам покажу. Интересно, кстати. В целом здесь ничего не изменилось. У нас так же, как и на той модификации, поскольку эти оба трактора без кондиционера, здесь никаких изменений нет. Мне вот в глаза бросилось, сейчас покажу, попробую сфокусироваться. Там у нас стоит масляный радиатор змеевиком, а здесь у нас идет он прям кассетой такой радиатора. Это масляное охлаждение. К нему трубки все подходят, то есть такая узенькая кассета радиатора. Мне кажется, это будет сложнее, наверное, в обслуживании. То есть там больше сот. Тот змеевичок ты его помыл, продул и нормально. Здесь тоже помыл, продул, но, наверное, будет подзагрязняться посильнее. Вот из-за решетки здесь не видно. Ну, тут там тоже змеевик, только с поперечными, с большим количеством поперечных охладителей, пластин. Так, по насосам-дозаторам мы еще... Вот здесь у нас насос-дозатор Солео стоит. На синеньком у нас Могилевский. Но я думаю, что это зависит от того, что на линии какие дозаторы есть. Потому что собирать там тут огромное количество всех деталей надо, потому что производится количество тракторов большое. Не все есть, не все поступает на склад и одного производителя. Все может быть немножко разными. Разных производителей, но с одними и теми же характеристиками. Так, здесь, да, у нас змеевичок. Он тоже идет, не знаю, как показать. Здесь идет тоже змеевик, только с большим количеством поперечных пластин. Здесь у нас идет обычный вот масляный радиатор. Так, друзья, ну что, как итог подводим, по моему мнению, что каждый выбирает то, что для его задач, то, что под его задачи, под его бюджет. В плане бюджета, хоть как вы там все китайцев и не хвалите, что есть и китайцы получше, чем МТЗ, на МТЗ ты можешь в любом хлебном магазине, в любом населенном пункте, ну, там, я не знаю, даже с удалением от крупных городов, там, 150, 200, 300, 500 километров, вы в области спокойно купите запчасти, детали, либо попросите товарищей кого-то съездить. На китайцев, ну, не знаю. Также плюсом у нас здесь то, что все этот трактор уже давно и хорошо знают, все его детские болячки, опытные наши подписчики. Вот спасибо вам большое, кто пишет конструктивные комментарии. То есть они уже знают, где слабые места, это как-то либо усиливают, либо как-то модернизируют, и им трактора служат по очень и очень долго. Китайцев еще так хорошо не знаем. Вот. Ну и по итогу, по задней резине, на мой взгляд, для каких-то задач это однозначно лучше. На мой взгляд, это ведет к определенному удорожанию в содержании. То есть задние баллоны, они так не дешевые. А здесь еще больше размер. Это получается у нас как на 900 серии. То есть если у нас МТЗ-82 это относится к 800 серии, это у нас 900 серия. И содержание, именно расходы вот на покрышки, они будут больше. Вот. Поэтому мы вам показали. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы пишите комментарии. У нас оба трактора на базе, либо видеоответы запишем, либо сходим, посмотрим, ответим вам на ваши комментарии. У меня вот к бывалым и к опытным вот вопрос по передаточным числам и вообще есть ли какие-то изменения в коробке и в заднем мосту в связи с увеличением радиуса колеса. То есть вот это важный вопрос. Вот. Ну все, а в целом спасибо вам всем за просмотр. Оставляйте комментарии. Будем стараться на все отвечать. Все, всем крепко жму руку. Хороших выходных. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.